12 тысяч лет назад была совершенно другая цивилизация на Земле. У души в каждой жизни есть цель. То есть, чтобы в следующей жизни ты другую цель другого уровня проходил. Да. Сам Бог, скажем, там, Вселенная, она тебе вот пошлет туда, где ты должен быть. И душа может дать импульс в мозг, нарисовав эту картинку, да, Правильно. которая там иллюзия воспринимается, человек там видит такое-сякое. Мгм. То есть этот импульс задает душа. Это когда была война между галактиками, Земля раскололась на материки. Но если мы сейчас посмотрим все, даже вот интернет откроем, тут и Ага. голые, там и голые, тут и все, и это уже нормой является. Ну, Хотя это же- перемотать там 30 лет назад, Да. это вообще было там Да. запрещено, да, и Любое слово, которое мы направляем в каком-то куда-то, да, имеет очень сильную энергию. Вселенная, она очень умная, то есть она знает, что делать. Если она тебе дает знаки и говорит, давай, сделай так, или ты не хочешь, ну ладно, тогда мы тебе сейчас вот дадим. И если эта душа заходит в новое тело с новым мозгом, с новым воспитанием, с новым мировоззрением жизни, она может ему дать опять импульс, который даст картинку прошлой жизни. Люди должны пройти такие сильные уроки, чтобы быстрее эволюционировать, потому что мы уже зашли, как говорится, в тупик. На корню закончить свои, скажем так, практические вот эти набравшиеся знания ты должен на той земле, потому что там те корни вибраций, которые тебе были заданы, пройти их до конца с точки зрения роста в следующей жизни. Обесценивается человеческое тело, обесцениваются отношения, обесценивается любовь. Любви нету здесь. В порнографии нету любви. В этом вот, это тела. Это просто, это, как говорится, там нет любви, там и нету секса. Сама история католической церкви – это история уничтожения людей, уничтожения. Если ты сексом занимаешь просто по удовольствию, ну извините, это уже ты вышел из рамки человечества. Ты просто... Мы воспринимаем мир так, как нас запрограммировали. Вера помогает 100%. Но вера настоящая. Нет ни рая, ни ада. На нашей планете живут несколько цивилизаций. Всем привет! Это Никарагуа, и мы встретились с Ольгой. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали! Рыбу я ем, конечно, и все вот эти там креветки, ну это низкая вибрация, это может... Все животные, домашние животные были, особенно коровы, свиньи, собаки, кошки, у них такая вибрация, они могут лечить людей. Поэтому у них есть особенность, ну дельфинов уже это другая вообще, это абсолютно очень интересная тема, но это не сейчас. У них такая вибрация, что они чувствуют людей, могут их лечить. Поэтому, например, люди, которые очень чувствительные, они входят в контакт, и у них даже это их не питомцы, Питомцы. Питомцы с отношениями любви, дружбы, с телятами, потом коровы, быки есть очень умные. Но вы на своем опыте как-то это с животными применяли? Дело в том, Лечение? что так, я не больной человек, поэтому нет. Но у меня кошки, собаки меня ищут, хотя я всегда у меня есть в доме, они сами приходят. Ну я что, им даю покушать, ладно. Дело в том, что да, я чувствую, что они своей энергией, например, очищают помещение там, от всякой энергии. И есть такой. Они именно были созданы, чтобы сопровождать людей. Поэтому, вот, например, в Индии
Коров почему не едят? И они очень, это животное святое. Потому что у них энергия очень высокая. Поэтому только корова была создана для молока или молочных продуктов. Но наша генетика животная, рептилиана, рептилис, это надо все есть. Поэтому есть такой, как говорится, это дисбаланс в энергии, что люди уже едят, и даже не уже, а очень многие существуют некоторые племена, которые едят ганнибализм, едят свою же свои. А с чем вот это связано, что они своих же едят? А у них вибрация очень низкая. Вначале было, я так думаю, когда 12 тысяч лет назад была совершенно другая цивилизация на Земле. И вот по каким-то раскопкам или что-то там находят, когда была война между галактиками, Земля раскололась на материки. И не вся жизнь осталась, которая была до 12 тысяч лет назад. Тогда наш Творец со своими там сотрудниками начали творить новых людей. Чтобы быстрее развивалась цивилизация людей, включили в генетику 95% животного, животной генетики, потому что животные, они развиваются более быстрее, чем, например... Чем атланты? Чем атланты, потому что у них энергия была более высокая. То есть быстрее, атланты, история атлантов заканчивается тем, что они начали верить в том, что они боги, и Бог не существует, но их убрали, потому что коррупция началась, как всегда. И начали снижать энергию. И чтобы совсем не унизить, их просто убрали. Называется это, как говорится, перепрограммировали. Ну а теперь, возвращаясь в новую цивилизацию, где у нас 95% генетики животной, чтобы мы быстрее, она включила именно нужду есть мясо. Ну и тогда начали что? Охота на животных, чтобы есть, все такое. И получилось тоже дисбаланс. Дисбаланс, есть такое слово, да? Между животными, которые должны питаться другими животными, то есть цепь вот этой нашей экологическая цепочка. Да, она начала разрушаться, потому что не хватало питания для всех. И в этот момент я думаю, что из-за нехватки именно мясного продукта некоторые племена начали есть другие племена. И заложился ген инальгунас в некоторых племенах именно ганнибализма. И потом уже это переросло в традицию. Естественно, когда люди уже эволюционировали и начали с вибрации, энергия менялась, естественно, это было ужасно. Есть своих же соотечественников. Это пришло во сне или это откуда это? Даже мне не спрашивай, я уже и не знаю. Есть вещи, которые у вас не есть, которые я слышала и совпадают с моим мнением. То есть, когда несколько мнений совпадают, это уже превращается в что-то уже факт. Ну, я так думаю. А во сне был Бог? Бог, когда меня спрашивают Бог, у меня сразу детское впечатление, да, дяденька. Да? Нет, Бог это энергия. Это, вот, был свет, да, был. А какой он? Свет. То есть это прям... то есть как лампочку включили? Это может быть, не знаю, свет, беловатый, да. Не желтый, а именно белый, не знаю. Вот цвет. Это не значит, как объяснить?
Я думаю, что Бога надо искать в себе. Вот в себе надо искать. Да не ищите, никто не должен искать его где-то там То в есть другом в месте. церкви нет Бога? В церкви есть люди. И церковь, это в зависимости от эгрегора церкви. Есть эгрегоры, которые конструктивные строители, а которые есть разрушители. И как их увидеть? Различить. Ну, человек, который уже внутри эгрегора, ему трудно различить, потому что он уже часть его. Потому что он свою энергию, как говорится, в нее вложил, и он часть уже незаменимая эгрегора. Просто, я думаю, чтобы различить, ты должен иметь представление о всех, иметь знания. Знания, как вообще, для чего религия, что она делает, какие у нее там доктрины, ну, в чем суть каждой религии, да? И когда ты это все знаешь, ты уже можешь понять, куда тебя ведет этот эгрегор. Ну, например, если вот, не знаю, как по-русски дезмос есть, я, чтобы не обидеть никакой религии, потому что это тоже, знаете, говорить о религии, вот люди воспринимают прям впрямую. Но да? Библию читали? Читала. И вы вот... Ну, для меня это истории, написанные... Правда? Да не знаю, потому что это истории были написаны людьми, которые не были свидетелями. Истории после там 100 лет – это первая история, потом 300 лет – еще одна, и потом… Ну, естественно, вот идея, она как правило, как она действует в зависимости, если Старый Завет или Новый Завет, потому что тоже очень большая разница. Ну, у каждой цивилизации своя Библия. Тоже правильно. И потом каждая религия интерпретирует по-своему. Даже сама Библия, вот, скажем, Новый Завет, по истории Иисуса и все вот остальные все вот эти пророки, что писали, католическая церковь имеет свое направление. Ортодоксы, православное свое. Все вот эти ветви, как лютеранская, она своя, у нее своя, это самое, свое направление. Я думаю, сама, вот как скажем, суть, это, вот, ну не знаю, это поставить какие-то рамки дозволенного человеческого, которые тебя, ну как бы ведут к Богу, ну как бы, да. Но в этих рамках нет свободы. Человек имеет право на свободный выбор. Если ты находишься в каком-то эгрегоре, где есть рамки дозволенного и недозволенного, то есть, может быть, они правы, так и должно быть, но воля человеческая нарушена. Человек в своем сознании уже в зрелом сознании, потому что это на детей не относится. К детям это не относится. А с какого возраста зрелый называется? Я думаю, уже молодые люди, ну, например, уже вот в зависимости тоже от каждой страны взрослость идет по-разному. Если человек, ну, скажем, у нас как, 18 лет вроде бы уже самостоятельный, но еще не взрослый, вот ментально не взрослый. А есть молодые люди, которые проходят через такой опыт, что в 19-20 лет они взрослеют быстро. Ну, в зависимости от опыта, да. Но взрослая, зрелая, это, ну, приходит, ну, я думаю, к 40 лет, к 40. К 40 годам это когда уже приходит вот эта зрелая взрослость. Или ты приходишь к ней, или нет. И ты остаешься все время вот в своей программе до конца своей жизни. Вот. Конечно, ну, тоже не будем закрывать так уже совсем рамки. Есть люди, которые вдруг через какой-то опыт проходят, и в 50, и в 60 лет вдруг озарение приходит. Конечно, есть такое. Не правило, ну, случается слишком. Поэтому я думаю, что если нарушена воля человека, нарушена воля Божья. А вас крестили? Нет. То есть родители не крещеные тоже? Мои родители крещеные, но я человек Советского Союза.
И в Советском Союзе не крестили. А в церковь ходили? Я ходила, но для меня церковь, я чувствую места. И что там чувствуете? В зависимости от какой церкви. А, ну, так по памяти. Хорошо. Я была в церквях, в разных. Я хожу просто как исторические экспонаты. Там столько красоты в ней, да, и столько... Но есть... Ну, например, я самый близкий, как говорится, опыт здесь, вот в Никарагуа, например. Ну, католическая церковь – это вообще церковь разрушения, потому что, ну, я извиняюсь, католики, если кто уж извините, но сама история католической церкви – это история уничтожения людей, уничтожения, то есть это порабощение, это вообще полностью уничтожить волю человеческую, да? Потому что крестили насильно. Ну, кто крестит насильно? Ну, где же воля Божья? Ну, вот это процесс был именно Ну, в католистической всю Латинскую церкви. Америку Поэтому церкви. я с католистической церкви очень так, не очень. Но мне не нравится его история и все такое, ее. Если я пойду в собор, великолепный собор, который был в свое время, перепутали континенты, он должен был построен в Колумбии. Его построили в Никарагуа. Если заходишь туда, вот для меня эта энергия «выходи быстро» называется. Это что за собор? Катедраль де Леон. А, в Леоне? Ну да. Ага. Да. Вот я туда захожу, и вот у меня чувство «выходи быстро». А что там ощущаете? Очень плохая энергия. Очень плохая. Во-первых, как его история какая? Там приходили только элитные все вот эти, и люди бедные, и люди там, и рабы, или там и индейцы, их отправляли за город. То Ну, есть уже элита. классизм, да, вот это разделение в церкви, ну извините, если мы все Божьи дети и церковь, чтобы это к Богу поближе, причем здесь разница между социальных классах. Начнем с этого. Когда я вижу разницу в социальных классах и вижу разделение между то, что говорят, и то, что делают, ну извините, это ну, это все, как говорится, иллюзия. А на иконах что видите? Есть иконы, которые очень много энергии взяли от людей, которые приходили, молились. Поэтому, да, есть иконы очень сильные. Я не хожу в церковь, где много энергии, потому что мне дорога моя энергия. Она у тебя забирает. А как это ощущается? Я чувствую физически. Я как называется, все дома, там, вот эспасио, как по-русски эспасио, места, я их чувствую. То есть энергетические Да, точки? я чувствую. Если я зашла куда-то, я думаю, нет, это... Ну, я могу по социальным правилам, и там, потому что нужно, но я чем быстрее, тем лучше. А человека тоже так ощущаете? Тоже человек ощущает. И что ощущаете у меня? Внутренний стержень не очень сильный. И вот эта энергия, ну, она как... Знаете, вот я бы нарисовала вот такой рисунок, как я чувствую. Вот такой стержень, да, вот такой, ну, не знаю, из чего сделан. Ну, такой толстенький, скажем, стержень. Вокруг него очень вот такая вот спираль. Как вот как ураган, да? И вот этот центр урагана, он же спокойный. Угу. Вот приблизительно вот так я чувствую. Что значит? Ну, пока не знаю. Ну, вот. То есть сильное поле? Да. И вот и стержень сильный, да. И потом у меня уже начинается заключение психолога, но это не обязательно
рассказывать, потому что уже идет анализ. То есть психологический портрет образовался уже? Да, но это у меня автоматически, у меня со всеми. В любой ситуации, я даже это, у меня просто автоматически Какой уже. мой психологический портрет нарисовался? Ну, пока я, это, ну, как бы сказать, это... Ну, что, хотите на камерах? Ну, Да. напишите. Да. Но это не психологический портрет, мне не хватает еще данных, чтобы объяснить. Но, например, человек с убеждениями очень сильными. И, например, почти невозможно переубедить, если нет собственного опыта в какой-то ситуации. Вот эта именно энергия, она вас движет вот в эти ситуации, не можете спокойно на одном месте. Это именно эта энергия внутренняя, которая она есть. Вот. То, что нужно найти в какой-то момент, это вот это состояние спокойствия. Этого нету. Это надо найти, чтобы именно достичь вот это баланс. Ведь баланс очень трудно найти, пока не успокоишь свои мысли. То есть нужно полностью научиться не думать ни о чем. Вообще ни о чем. Ни о чем. Трудно. Даже 5 минут не сможете. Но можно. Концентрация, например, на каком-то предмете, на каком-то на огне, на чем-то. И ловить себя на мысли, какая мысль зашла. Много мыслей, но они не ваши. Ну, много, они не ваши. Это программы, которые были. Поэтому они что делают? Они сковывают ваше настоящее творчество. Это, вот я смотрю, говорю, ну я поэтому и спросила, где учились, все такое, потому что энергия, которую чувствую, ну совершенно не связана вот с блогерством, например, да, потому что блогерство это творческий процесс. А теперь я понимаю, почему. Это изначально есть у вас, но программы они не давали или не дают еще полностью развивать вот это творчество, но уже идете по процессу. И правильный путь выбрали. То есть тот, кто занимается творчеством, идет правильную жизнь? Правильно, да. По крайней мере, не как профессия, но, по крайней мере, как хобби должно быть существовать. Обязательно. Потому что мы рождены здесь для творчества. Наша задача, а вот эта задача души всех одна и та же. Это сберечь планету и всю ее флору и фауну, и все, что на ней есть, вся вот эта многогранная, вот эта, как говорится, креационка будет, вот это творчество Божье, надо и сохранить его. И самим тоже участвовать в этом процессе. Это наша задача всех душ. Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Ад существует? Ад не существует. Его придумали люди, и кроме того, его очень сильно используют эту схему религии. Потому что придумали, как я раньше и сказала, но это мое мнение личное, прошу прощения всех религиозных, придумали вначале пекал по-русски будет
как же это, грех, и потом начали... То есть греха было мало, еще придумали ад. Нет, нет. Грех придумали, чтобы потом как бы предложить тебе твое спасение. И этим самым, как говорится, тебя захватить в эгрегор религиозный. Грех нет. Что такое грех? Ну, вы описывали, что души должны идти к свету. Правильно. Так если души, которые не идут к свету, а Да. они там ведут образ жизни, убийства, там, насилие, все прочее, они же не про свет, они же про тьму, наверное. Да, но они, у них... дело в том, что в энергиях там я уже поспал. В энергиях есть своя разница между... Нет, я неправильно говорю. Так. В иерархии есть разные как называется? Есть разные... Антиподы. Ну, существа это имеют физический план. Ну вот это духовный план, как называются по-испански? Все эти... Ну, я вспомню в разговоре. Например, сущности. Вот, правильно, сущности. Чем ниже вибрации, активизируются другие сущности, которые тоже питаются энергией. Ну, после вот этой жизни эта сущность во что превращается? Она не превращается. Она без энергии, она просто не существует. То есть ей не дается больше тела. Она идет в отстой. У сущности нет тела. Сущности – это энергии. Они просто ищут чем питаться. Но они имеют сейчас тело и совершают как бы убийство, насилие, правильно? О чем ты говоришь? О людях? Я говорю люди, которые совершают убийство, насилие. Они не идут к свету, но они идут к мраку, правильно? Да. И в следующей жизни они получают, соответственно, тело не получают, либо они уходят в ад. Что происходит? Объясняю. Нет ни рая, ни ада. Не существует ни тьмы, ни света, как говорится, ни тьмы. Ну, в наших пониманиях, да, потому что мы все время говорим наверх, вниз, все время нам как бы нас научили. А люди, которые рассказывают вот всякие видения, я видел там смерть, я видел ад, я видел это выдумка или что? Объясняю. Энергии сущности у них нет физической формы. Они будут появляться и проявляться в твоих видениях или наяву, как ты хочешь, таким образом, как чтобы тебе было понятно. Ты увидишь какого-нибудь дьявола или там еще кого-то, так как ты его понимаешь, дьявола. Если ты увидишь, например, вдруг в видении появился какой-то человек 3 метра с длинными волосами и в белой одежде, ты его не будешь воспринимать как дьявола, правильно? Ты его воспринимаешь, ну, возможно, как ангела. А это дьявол. Почему? Потому что не производит никакого страха. Поэтому все видения, которые, например, берут форму сущности с низкими вибрациями, они дисконфигурация, то есть они это страшны, скажем так. Почему? Наш мозг воспринимает дисгармонию и, например, лица, когда как по-русски дисконфигурация будет? Когда лица наши, или какие-то там лица все изуродованные, да, наш мозг воспринимает отторжением, правильно? Потому что мы так запрограммированы. Поэтому нужно воспроизвести такой иллюзию и образ, чтобы у тебя было отторжение и страх. Поэтому для сущности у них нет никакого физического тела. Человек, он представляется перед человеком таким образом, как ты бы отреагировал на него со страхом и отторжением. Не знаю, если мне... Но страх задает тело, а не душа. Нет. Страх
Но душа здесь ни при чем. Это программа тебе. Мозг. Мозг Ну, это он тело, программа. это тело, по факту, суммарно. Нет. Что? Мозг – это душа? Мозг это программа. Это не тело и не душа. Окей. Мозг создает... Так как ты программируешь в голове, такая у тебя и будет восприятие, такое будет восприятие мира. Мы воспринимаем мир так, как нас запрограммировали. Поэтому можно перепрограммировать. Перепрошить. Перепрошить, скажем так. Да. Потому что мозг это программа, просто компьютерная программа. Но этот мозг впитывает всю программу еще с детства, по факту. Ну, естественно, Но а где это, же еще? но это все-таки к телу. Это Нет. отношение к телу. Потому что в следующей жизни этот мозг будет другую программу. И этот мозг не вспомнит прошлый мозг. Мозг ничего не помнит, ничего не... Мозг это просто Все хранится, УСБ. все хранится в душе. Это диск, твердый диск. Душа – это источник, который сохраняет память. И только докопавшись, Правильно. открыв ее И душа, в себе… и тело это одно. А мозг это не тело. Не-не-не. Физически вот в нашем теле есть мозг, да, есть там глаза, рот, нос. И вот в этом мозгу с детства воспринимается вся информация. Мозг не помнит прошлое, позапрошлое там, и так далее жизни. И это вспомнить, если даже мы говорим про прошлую жизнь, может только душа. И душа может дать импульс в мозг, нарисовав эту картинку, да, которая там иллюзия воспринимается, человек там видит такое-сякое. То есть этот импульс задает душа. То есть без, скажем так, следующей жизни это тело с мозгом уходит, но источник прошлых воспоминаний хранится в душе. И если эта душа заходит в новое тело с новым мозгом, с новым воспитанием, с новым мировоззрением жизни, она может ему дать опять импульс, который даст картинку прошлой жизни. Не может вот в нынешней ситуации, вот я сейчас сяду там и в свой мозг зарядить информацию прошлых жизней. Это нереально без души. Ну, естественно. И тело это душа. Душа, то есть, скажем так, нет. Душа разговаривает через тело. Если бы люди, к примеру, вначале чувствовали свое тело, а потом думали, они бы были более здоровы и знали бы, как реагировать в каждой ситуации и что делать в каждой ситуации. Тело говорит с нами в первую очередь, а потом уже начинается джун-джун-джун-джун, работа, мозговая работа интерпретации, анализа и так далее. Какое ощущение в теле перед какой-то там ситуацией или что-то такое, это настоящая реакция. Если научиться чувствовать. Дело в том, что с детства никто никого не учит чувствовать, только учат. Только дают информацию. Только заполняют эту коробочку, эти данные, биг дата в наш диск, твердый диск. Но Всё. опять-таки, это можно сказать, заполняет информацию с точки зрения нижних чакр жизни, проживания, выживания. Ну, естественно, потому что матрикс не существует без материи. Кто будет как говорится, генерировать, кто будет производить материю, сохранять ее и увеличивать? Люди. Поэтому наши программы, они, по крайней мере, в нашем настоящих матрикс, которые существуют сейчас, программы – это чисто материальная программа. Наша наука, она только направлена на материю. Она не включает никакой духовный рост, ни духовные объяснения, она ничего не включает. Наша наука любая, она... Я прошла через несколько магистратур и из докторской степени, чтобы прийти к такому заключению. Она тебе объясняет все, весь фундамент материальной жизни. Но все, что вы проходили, это все шаблоны. Естественно. Но обязательно, если бы я это не прошла, я бы не поняла другого, понимаете? То есть ты должен
Материя — это неплохо, это нужно. Да, поэтому мы здесь, чтобы творить. Материя, она нужна. Без материи нету, как говорится, мы не растем. Но должно же быть все, как говорится, в соответствии. То есть рост приходит через творчество, Я думаю, что да. а не через боль. Ну, ну так, в зависимости, какой уровень вибрации. Если тебе нужно... Вселенная, она очень умная, то есть она знает, что делать. Если она тебе дает знаки и говорит, давай, сделай так, или ты не хочешь, ну ладно, тогда мы тебе сейчас вот дадим такой урок на всю жизнь, что быстро отреагируешь. И если даже так ты не отреагировал, ну что, до свидания, поехали с нами. Твоя душа никак не справляется. Другого отправим. Или тебя отправим попозже, или в другую цивилизацию, где ты лучше можешь проявить себе. Ну, это так, я фигурально. Вот. Поэтому мы должны научиться и детей научить чувствовать. Самое главное. Потому что человек, который чувствует, ему не нужно столько слов. Так как мы нечувствительны, и мы рождены, и наше развитие именно в чистой материи, поэтому мы придумали столько слов, столько всяких дискурсов, как это, всяких, там, не знаю, объяснений, скажем так, объяснений теоретических. Любое слово, которое мы направляем, ну, в каком-то куда-то, да, имеет очень сильную энергию. Поэтому надо, потому что слово, оно имеет, каждое слово вибрирует на уровне чувственности, потому что если человек, например, матерится, это же одно чувство, и эта вибрация очень низкая. Куда идет энергия? Ничего же не исчезает, просто переходит с одного стаду, как с одного проявления на другое. То есть все трансформируется. Сказал слово, поэтому есть вот такие поговорки, как слово не воробей, вылетишь, не поймаешь. Сказал слово, отправил энергетический поток. Какой вес этого энергетического потока? Это слово. Поэтому чем больше слов благодарности, слов, которые, скажем, приятных для людей, увеличивает вибрации. Потому что тоже человек реагирует на них. И реагирует там, хотя не может не проявлять это визуально, но реагирует. Всегда есть какая-то реакция на слова. На шум, на крики, на слезы, на смех, на музыку. Сейчас вся музыка построена на низких вибрациях. Чем тупее люди, тем легче их манипулировать. Понимаете? И вся музыка настроена на это сейчас. Просто сейчас энергии такие низкие, потому что люди должны пройти такие сильные уроки, чтобы быстрее эволюционировать, потому что мы уже зашли, как говорится, в тупик. Поэтому сейчас мы ситуации такие живем, да? Вот, на мировой А мы на какой арене. вибрации? А? Наша цивилизация на какой вибрации? Планетарная. То есть на планете одна вибрация или их несколько, и на нашей планете живет несколько цивилизаций? На нашей планете живут несколько цивилизаций, так как в материальном мире, например, одна. Но есть же астральный мир, где очень много здесь цивилизаций живет. То есть на каждой своей вибрации? Естественно. И есть цивилизации, которые именно борются, чтобы сохранить планету. Почему? Вы думаете, у нас только теперь есть много, например, если вдруг откуда ни возьми взялись контактеры, не знаю, что там, да? Но есть люди, которые там придумывают, другие, может быть, и правда, есть контакты. Все. Потому что обеспокоены, что люди разрушат планету. И это для, скажем, для Млечного пути, где мы находимся. Наша планета находится в Млечном пути. Это очень
драгоценный элемент всего этого творчества Божьего. Это очень драгоценно. Поэтому хотят... Ну, люди... Просто у нас очень много животного начала. Поэтому именно вот духовное развитие надо, как говорится, для меня это сейчас должно быть на первом плане. Ну, тоже не переусердовать, потому что ну, не должно быть более духовной и вообще ничего материи или наоборот. Все должно быть в соответствии. Материя это прекрасно, потому что она тебе... Ну вот без этих камер, ну что бы мы сделали? Ну ничего бы не записали, ну правильно. Это материя, и они дорогие должны быть. И без нее... Поэтому нам материя нужна, чтобы нам обеспечить удобство, сократить время, чтобы творить. Но тут каждый воспримет по-разному, потому что Ну, естественно. Эти возможности, которые сейчас пришли, Ага. это интернет, это вот мобильная связь, и сейчас дальше, оно тем самым также и большинство уничтожает людей. Если бы люди визуально бы этого сейчас не имели, не видели, не знали, Они бы уничтожились по-другому. Это не важно. Тот, кто уничтожается, извини, что перебиваю, да, он уже направлен на это. Ну смотри, есть нож, да, ну существует нож, но это вообще, ты можешь им убить или нарезать картошку. Ты выбираешь. масштабы более увеличиваются в этом плане. Ну естественно, потому что это и есть эволюция. И в этой эволюции что надо вот... Масштабы уничтожения больше, вот так. Уничтожение человечества самого. То есть не открытие себя, да, вот то, что мы говорим про духовное развитие, а уничтожение самого себя, потому что вот эти все блага, удобства, вот эти, которые имеет, он тратит свой ресурс на эти блага, а не на то, что там что-то узнать, открыть. Ну, это уже называется сортировка. Кто-то останется, и кто-то уйдет со своими благами, потому что... Проверка, да? Ну, естественно, тебя ставят в такие ситуации, где тебя действительно проверяют каждый день. Ну, прошел урок, ну, добро пожаловать, нет, ну, до свидания. В следующий раз, в следующей жизни. Следующий, если, может быть, да. Поэтому здесь я думаю, что, например, наша задача, вот мы воспитываем людей, там, помогаем им, или вот через какие-то там другие инструменты помощи, открывать глаза, каким образом. Помогать людям быстрее реагировать как бы, или научиться чему-то новому, открыть мир по-другому, чтобы люди начали выходить из своих клеток, из своих коробок, не знаю, из своей вот этой каждодневной, вот этой мутной жизни, которые сами же люди себя туда как говорится, поместили. Когда мне кто-то рассказывает, вот, и у меня такая жизнь трудная, если бы ты знала, я говорю, ну хорошо. Хочешь, дам тебе один пример из моей жизни. Вот такой маленький. Я родила ребенка, родила сына, ему было 4 месяца. Я не знала языка. Я осталась одна, потому что мой муж был военный, его отправили на 15 дней куда-то там, миссия какая-то, не знаю. И начался проливной дождь где-то 3-4 дня. Вот вообще, нельзя было выходить на улицы. И я без связи, потому что мы же говорим 30 лет тому назад. И я в доме закрытом, проливной дождь, тропический, где вот реки текут. Ну, дом нормальный был, по крайней мере. У меня сын 4 месяца, еще грудной. И я заболеваю малярией. Малярией? Да, малярия, правильно. У меня 40 температура. У меня дома нет еды. И раньше мы пользовались, не было вот этих дайперов, вот эти все устройства, надо было стирать, пеленки, все.
И у меня не было сухих пеленок, потому что дождь, ничего не сушится. И я 40 температурой я стирала. У меня не было, у меня не было еды, у меня только было 2 яйца и где-то 3 лепешки вот маисовые, которые нет никакого вообще ни вкуса, ничего. Я не знаю, если ты их пробовал. Они вообще, это тебе не хлеб. С этой лепешкой ты и поел или не поел, это никакой разницы. И я пробыла так 3 дня. Но я сказала, я выйду из этого, выживу. Просто у меня, малярия, если малярия, если ты не знаешь, что это такое, это кошмар. Ну и все. Я сейчас это рассказываю, но для меня это был как не знаю, ситуация военных действий, да, знаешь, когда ты вот мобилизируешь все свои силы, говорю, нет, это не, меня ничто не сразит, ни голод, ни дождь, ничего. Почему? Потому что ты ставишь задачей, там выжить задачей, куда-то продвинуться задачей, что-то осуществить. И когда ты это осуществляешь, как будто бы ничего не произошло. И самое главное, не надо себя вот это представлять, как будто ты бедный несчастный. Вот чем ты больше об этом думаешь, тем ты больше бедный и несчастный. Большинство клиентов из Никарагуа к вам с этим запросом? Естественно. И как вы их лечите? Вот так и лечим. Шоковая терапия. И как они? Вылечиваются? Вылечиваются. Не все. Не все. Дело в том, что настолько программы уже застаревшие, да, и очень трудно. Постепенно. То есть процесс очень долгий. Вытаскиваем. У нас просто очень много людей приходит, которые уже с очень сильной депрессией, которые уже на уровне, суицида. Портрет никарагуанского человека, он какой? Психологический. Очень, как бы сказать... Мой описали его, да? А сейчас вот портрет никарагуанского человека. Есть же разные. Но если, скажем, там по профилю, там, скажем, культурному, да, вот как они себе... Человек, в основном, который всегда будет приглядываться к другому. То есть смотреть на другого, брать пример? Нет. Не брать пример, а... Оценивать. Оценивать. Всегда оценивать. Хотя бы это незаметно, но он всегда ценит. Почему? Потому что он всегда будет, как говорится, сравниваться. Кто хуже, чем он. Чтобы себя чувствовать лучше. Возвысить себя. Да. Поэтому есть очень... Поэтому характеризуется вообще как группа никарагуанцев, вообще как коллективные, да, у них мышление, но они внутри вот этого коллектива, у них есть вот такая тенденция, скажем, эгоцентричность. Много эго? Это если бы было оно большое. Много эго в смысле бедный я, почему мне? А как я? Вот я, вот это очень много я. И с другой стороны, если анализировать их психолингвистика, скажем так, как они строят предложения, и всегда есть какая-то как говорится, все, я тут уже по-русски у меня уже все. Да, трудно. Главный вопрос психологу. Это лучше. Ага. Для чего создан секс и почему он уничтожает? Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. Нет, извините.
Секс не уничтожает. Это люди уничтожаются. Те же самые люди, которые... Проблема с вибрациями. Как это происходит? А я не знаю, что подразумеваете под уничтожением, Но если мы сейчас посмотрим все, даже вот интернет откроем, тут и Ага. голые, там и голые, тут и все, и это уже нормой является. Ну, Хотя это же- перемотать там 30 лет назад, Да. это вообще было там Да. запрещено, да, и что происходит с миром? Ну, так скажем, если мы говорим про эту тему, то это тема не про секс, это тема про Ну, я так ценности. Ценности. грубо. Я же поняла, и все правильно, это так и есть. Но здесь не про секс, а про ценности. Обесценивается человеческое тело, обесценивается отношения, обесценивается любовь. Любви нету здесь. В порнографии нету любви. Это тела. Это просто, как говорится, там нет любви, там и нету секса. Секс вообще, само отношение к сексу, оно же должно быть в любви, в каких-то, как говорится, я все на вибрации перевожу. Там совсем другое. Это диалог между мужской энергией и женской. А если нет диалога, это уже просто танец дьявола, скажем так. Это ничего такого, это ничего. Это просто животное воспринимание это удовольствие. Если ты сексом занимаешь просто по удовольствию, извините, ты вышел из рамки человечества, ты просто... это мое мнение, и я так думаю, потому что там уже не говорим никакой энергии, ничего, это просто искатели удовольствия. Какая разница? Ну, окей, искатели удовольствия, искатели приключения. Да. Вы же с тем самым приехали в Никарагуа. Искать удовольствие, приключения. Удовольствие? Нет, я не искать удовольствие. Приключения, да. Меня поймали на слове. Просто для меня приключения это... Я перевела на испанский, на русский, да? Это искать что-то нового. Так они тоже ищут себе новую позу, новую, да? И еще себе извращают тем самым. Правильно же слово «извращают». Но нет, но они же тоже, цель-то одна. Что-то новое, Правильно. новое. А вопрос, после этого что-то нового, а как они себя чувствуют? Ведь никто же... Хочется еще новее. Правильно, потому что нету удовольствия. Потому что это уже обыденно. Стимул должен быть расти. Это как карточная игра. Дофамин поднимать надо. Правильно. Да. Поэтому это уже не секс, это спортивный интерес. Но скорость ты же поднимаешь, то есть вибрацию ты поднимаешь, да? Нет, вибрация... в другую сторону, скажем так, да? Опускаешь, да. Да. Вот. И тем самым она тоже на скоростях движется. Правильно, на разрушение. Потому что какой финал-то об этом? Какой-нибудь спит или какая-нибудь уже вообще разрушение полностью? Но если объяснить с точки зрения цели, идеи, цель та же. То есть, что тебе не сидится? Приключения нужны. Хочу что-то это же нового. не цель. Это не цель. Это просто нет удовлетворенности самим собой и тем, чем ты занимаешься. И ты ищешь просто какое-то желание у тебя. Это не цель. Цель это другое. Это просто желание получить удовольствие. Неважно через какой-то стимул, стимулятор психический, алкоголь, секс, какая разница, стимул. Почему? Потому что пустота внутри. И эту пустоту ищут как заполнить физическими ощущениями. А так как ты пустоту духовную не можешь заполнить физическими ощущениями, ты ищешь еще, и еще, и еще. Это идет на разрушение. И это что? Секс это просто как будто какой-то инструмент, чтобы обеспечить себя больше и больше адреналина или что-то там. Ну а что человеку делать? Если души стояли в очереди, они переродились в тело, соответственно, тело, которое мы имеем, оно в зародыше имеет душу. Правильно. Но нужно, соответственно, эту душу раскрыть в себе. Правильно. Так как этому человеку, который на той грани находится сейчас, где опускается вибрацию, найти и открыть в себе душу, чтобы поднять вибрацию? Хорошо. Хороший вопрос.
Сейчас скажу. Дело в том, что в этом человеке победил эго, разум. И душа забита в угол. Потому что совесть – это и есть голод души. И разум в этих ситуациях заглушает совесть. Все равно люди, которые занимаются, в какой-то момент, в очень маленький, короткий промежуток, когда-то в какой-то момент они думают, то, что делают, но это не то. А разум что делает? Нет, нормально. Ищи другую. Попробуй так. Ну и что в этой ситуации делать? Что поможет? Как Не, действовать? ну это один человек не выберется из этого. Ему нужен проводник, специалист, и человек, который его может вести и вывести из этого состояния. То есть мы же говорим со стороны. Человек, который варится в этом котле, он же этого не понимает. Он думает, что так и должно быть, или просто я уже по инерции, уже там, на автоматическом пилоте, я уже, понимаете, он сам, пока нету понимания о том, что в чем ты находишься и чем ты занимаешься, ну как ты его оттуда выведешь? Ну давай продолжай. Бедная душа, ну все. А может здесь помочь вера? Ну так, вера во что? Ну, Ну, чтобы... вера в то, что это мрачная, да, то, что ты сейчас делаешь, мрачная, темная жизнь. А есть другая светлая жизнь, и вот она светлая, поверь в это. Вот так. Ну, это то, что сейчас описал, это не вера, это Ну, это знание. но это вера в другое, в светлое, в то, что оно имеет место быть. То есть, Я не имею в виду это. Я имею в виду то, что вера – это любовь внутри себя. Человек, который не любит самого себя, не со стороны эгоизма, а со стороны настоящей любви, он никогда не сможет обрести веру в Бога, потому что он настроен только в этот момент на, скажем, удовольствия физических, например. ну, он же, ну, если человеку просто даже рассказать, что ну, ты же задан не для этого, да, Богом, скажем так, да, там постоянно, допустим, заниматься убийствами, либо сексом, еще чем-то, ты задан другой целью. Кто-то осознает, почему я применил слово боль, через боль, когда кто-то попал в автокатастрофу. Ну, так они понимают быстрее. Да, кто-то там заболел какой-то болезнью неизлечимой, ну так они быстрее. умер близкий родственник, еще что-то, и тогда человек как будто проснулся, я осознал, вот так, меня разбудили. И начинает, вести другой образ жизни, интересоваться вообще другим и так далее. А как вот без этих вот движений со стороны, скажем так, Всевышнего, самому к этому прийти, осознать, понять, что для этого? Одной веры мало? Что нужно сделать? Не то, что веры мало. Веры достаточно. Дело в том, что нет веры в этом человеке. А как если пробудить? Вот как пробудить? Только можно пробудить, если готов. Но не все готовы к пробуждению. Ну что? Не все готовы. Ты можешь ему говорить часами. Но если он в церковь ходит постоянно, раз в неделю, пробудиться? Ну, если в церковь... Ну, например, я так понимаю, если человек в этом состоянии начал ходить в церковь, то уже... Проблески? Минимальные, да, вот хорошо сказал, проблески вот этого зова души, который говорит, послушай меня, я же здесь, не ставь ты меня в угол, не наказывай. Я думаю, что уже начались. Это хорошие, по крайней мере, это уже признаки маленьких движений. Но этого недостаточно. Нужен человек. Хотя есть люди, которые начинают прислушиваться, уже готовы как бы к этому. Вера помогает 100%. Но вера настоящая. Не желание, я бы хотел, я бы. Нет. Вера, что это есть, я верю, и так будет. Вот. Кроме веры церкви еще что-то может помочь? Веры в церковь, веры в Бога. Давайте. Я имею в виду просто, вот мы сейчас говорили про веру, да, а говорили про церковь с точки зрения храма, да, куда люди ходят, чтобы, как бы поговорить, скажем так, с Богом, да. И если мы этот момент, пример, обсудили, есть еще какие-то варианты другие, как вот из этого выйти? Да, есть варианты. Какие? Например, должны быть
Есть люди специальные, если... Просто надо проверить, сколько у него там уже сущностей. Есть много людей, которые... у них вибрации такие низкие и с такой продолжительностью, просто у них уже живут в сущности, потому что питаются ими. И как выйти? А это только с людьми, которые специалисты, которые могут этим заниматься и которые могут помочь. Так, чтобы довериться этому специалисту, нужно Ну, поверить ему? во-первых, да. А может, он будет другим делом заниматься в Вот. этот момент? Это правильное рассуждение, потому что здесь много очень тоже... Куча специалистов, да, они да, тебя, да, наоборот, черпают, Ну, нежели знаешь, заряжают. тоже, вот если ты ищешь что-то настоящее, ну вот я тебе 100% говорю, ты его найдешь. Сам Бог, скажем, там, Вселенная, она тебе вот пошлет туда, где ты должен быть. Если ты веришь в это, 100% существует. Например, когда тебе нужна какая-то информация, вот где бы, да, это не то, вдруг бам-бам-бам-бам, откуда ни возьмись, появляется именно то, что ты искал. Потому что и ты готов, и Вселенная говорит, да, это твое. Где я сейчас, с кем встречаюсь, что замышляю, ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы, здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И может быть именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. Вот я, например, 100% я уверена, теперь да, я могу это вот заявить, я здесь не случайно в Никарагуа. Потому что я никогда не хотела эмигрировать, я вообще никогда не думала, что буду с каким-то иностранцем. И вот по каким-то обстоятельствам странным я и замуж вышла, и здесь оказалась. Что мне помогло Никарагуа? Понять, вот как. Потому что моя жизнь – это чистые вот эти, как говорится, уроки, которые я прохожу. Но я всегда их прохожу вот достойно. Потому что я не жалуюсь никогда. Я даже помню, моей маме, она так беспокоилась, что я уехала. И когда я выслала фотографию с ее внуком, там, я была худая. И мне потом рассказывали, что моя мама даже плакала, что когда она меня увидела, говорит, Господи, что же она там? Потому что, так как не знаю, что происходит, люди представляют, имеют разные представления о реальности. Но я никогда не жаловалась, чтобы я что-то сказала, мама, мне плохо. Не-не-не. Сегодня плохо, завтра будет хорошо. Подождите. И так оно и было. Почему? Потому что я думаю, надо верить в что... Вот я всегда говорю Вселенная, да, ну Бог, Вселенная, Он тебя всегда поставит там, где ты должен быть. Ну, вы поменяли вибрацию, по факту, находясь в России, и как... Ну, в Киргизии. Я даже была не в России, я была в Киргизии. Описывали, что приходили сны, правильно? Правильно. Здесь уже мне... А сны перестали, поменялась Потому вибрация. что у меня начал период, как говорится, творческий, в смысле, я сконцентрировалась на материи. Я создавала материю. Мне нужно было существовать, работа, дом. И дом, как я хочу. У меня есть дача. Я все-таки по-русски, да, я вот хотела дачу, мы себе сделали дачу. А сможете жить в той вибрации, откуда уехали? Ну, просто там уже не существует того, что в Киргизии, я же не киргизская. Ну, я не могу вернуться в Киргизию. А? На Алтае родились-то вы там. Я была в Барнауле. Сможете Мне в очень той вибрации нравится. жить? Нет. Ну, можно так рассудить, что вы убежали от своей родной вибрации, куда занесла ваша душа в ваше тело. Нет, во-первых, я никуда не бегала, потому что этим занялся... Советский Союз? Нет, и не Советский Союз. Этим занялась Вселенная. Она отправила моих родителей в Киргизию. Ну, я, естественно, с ними. Мне Киргизия очень нравилась. Я была полностью в контакте с природой,
с ее горами, вот это весна в Киргизии или осень золотая, ну это что-то, что-то. Я любила очень листья, деревья, я вот это все, вот это мое, запахи вот эти, это все, вот Киргизия это мое было, вот именно вот природная вибрация, это было мое полностью. Потом, ну люди, они же люди, да, они начали вот все это как бы уничтожать. А почему бы не смогли жить в той вибрации в Алтайском крае? Вот, ну, алтайский, ну, может быть, не знаю, я... Не считаете, что душа, зародившись тела на той земле, где она выходит, она должна выполнить те задачи, которые предназначены на той земле? Потому что земля... почему я буду уверена? В чем я буду уверена, что мои задачи не, на потому что Алтае? Земля – это вибрация. Правильно. Вот. И уехав из другой земли на другую землю, ты только набираешь практику, опыт, знания. Правильно. Но на корню закончить свои, скажем так, практические вот эти набравшиеся знания ты должен на той земле, потому что там те корни вибраций, которые тебе были заданы, пройти их до конца с точки зрения роста в следующей жизни. Ну, это все звучит очень красиво и как бы правильно, но я говорю, если бы это было так, меня бы Вселенная бы не заслала, потому что я не выбирала. Еще же не конец. Вернуться в Алтай, ну, например, я была в Барнауле. Барнаул – это Алтайский край, и все мне нравится, кроме вибраций людей. А так это ваша задача, которую нужно пройти? Может быть, может быть. Я должна вот подождать чуть-чуть, мне должно быть какое-то вот там озарение. Не, вот это та задача, которая, как я сказал, через страх и боль. Если ты обходишь вот это и уверенность вот это в себе закрепляешь, то ты прошел те уровни этой жизни. Да, возможно, я пока не знаю. Но я пока здесь, я знаю, что я тут делаю, и пока я тут что-то делаю, когда уже я будет... пока делаю теорию, а в практику я пока не хочу. Ну, может быть. Ну, у меня практики тут каждый день. Нет, но практика с точки зрения личности своей души. Да, не с точки зрения, кто приходит, кому помогаешь. Правильно. Вы же сейчас ты перешел на план родовой системы уже, да? Ну, если будем говорить о родовой системе, я родилась в Алтайском крае, но я только жила там 1 год. И, по крайней мере, вся родовая система по женской, по материнской линии, она из Белоруссии. Тогда вот я спрашиваю, что я в Беларусь должна переехать? Может быть. Вот мне Беларусь что-то откликается лучше. Мой дед белорус, и он из Беларуси, и там и умер, и на войне там был. Моя мама белоруска, но она моя мама, она родилась в Новокузнецке, это вообще, Россия. Ну, да. Вот. Моя бабушка мордовка. То есть, вот, я говорю, это вот такая перемена, и мордва, она вообще, у нее линия скандинавская. Нет, тут нельзя изменить корни прошлых. Да. Ну, и если я родилась в какой-то точке, это потому что в этой точке, я так думаю, да, вот астрологически, в этой точке заформировался мой стержень и характер. И все все остальные составляющие. Ну, энергии, можно сказать. Да, энергия. А потом же меня оттуда отправили, потому что это не мое. Я больше скажу, я когда ездила в Барнаул, еще отец был жив, и у меня родители умерли, у меня мама рано умерла. Вот я чувствовала, там люди, не мои, не мое это, не мое. Я чувствую просто, да, не то. Я бы не смогла там жить. В смысле, мне нравится природа и все. Если, конечно, жить там в Алтае, что Алтай это вообще сейчас он очень знаменитый своей силой, энергией. Может быть. Но у каждого свое, говорится, откуда ты берешь энергию, да, зависит. Надо не всегда брать, ты должен отдавать. Я отдаю много. Нет, с точки зрения своих корней имеется в виду. Да. Я не знаю, мне должно прийти вот этот позыв, чтобы я поехала. Я же не говорю, я не хочу.
Ну, не время пока, значит. Не... Вот правильно, не время, не Не, время. тут опять, да, насколько ты... Я почему сказал про цель? То есть Ага. у души в каждой жизни есть цель. То есть чтобы в следующей жизни ты другую цель другого уровня проходил. Да. Не вот так, как мы говорили, про понижение, да, там, Мгм. а про развитие. Мгм. И выполнив полноценно, скажем так, можно сделать 80% целей Мгм. и 20 доделать в следующей жизни. А можно 100 выбить до конца, понимая вот это все. И прошлое, и рождение, и практики, и Мгм. опыты. Мгм. И выйти уже там в другой жизни в новый уровень. Мгм. Интересно только одно. Ну, я понимаю, о чем ты хочешь, о чем ты говоришь. Для меня одна цель, по крайней мере, понятная вот сейчас, это научиться открыть свое сердце, вот эта настоящая любовь с этими без осуждений, без критики, без раздражения, без ничего, вот настоящую любовь на той точке географической, где очень низкая вибрация. Это вообще, это такой, как говорится, это очень трудно. И именно через эту трудность, если я вот полностью смогу добиться вот этой, как говорится, вот это развить вот эту чакру любви, да, это и будет цель. Я так понимаю. По крайней мере, Ну, на это каком-то да, то есть уровне. Но найти... это очень трудно, потому что Не-не-не, здесь... найти баланс здесь и закрепить, да. Но следующее. Сможете ли вот этот баланс, который здесь закрепили на низкой частоте, сохранить, вернувшись в другую Я часть? думаю, что да. Это просто... Потому что ты видишь уже, ты Так, другая земля, другая да, частота, да. другое Ну, я общество. вот думаю, вот уже вот когда мне все это возвращаться это корни, но у меня корни разные. Возвращаться куда? Не, ну это надо себя послушать. Клару, да, естественно. И я себя слушаю, я пока не вижу, что мои корни... Да, я родилась в Барнауле, но пока у меня зова туда нету. И нет не на уровне ментального, а вот здесь я не чувствую, что это мое. Я где бы ни была... Вот я когда была в Канаде, я была в английской части Торонто и Монреальке, это французская часть. Ну, красота и цивилизация, и люди очень воспитанные, так все приятно. Ну, все, что ты хочешь, но не мое. Вот я себе представила, я смогла бы здесь жить? Ну, смогла бы только в плане материи, то есть жить как жить. Ну, я как бы по себя чувствую, но не мое. Испания, вот я училась там много было, несколько лет. Ну, я ездила Не туда-сюда. понравилось? Остаться не захотелось? Понравилось, ну, остаться нет, что ты. Это вообще не мое. Вообще далеко не мое. Только туризм. Германия вообще не мое. То есть я была в разных странах, Центральная Америка везде была. И чтобы выделились в Центральной Америке, кроме Никарагуа. В смысле? Выделять в каком смысле? Ну, с возможностью так пожить там можно, скажем так. Ну, я не могу это обобщать, потому что каждый найдет то, что он ищет свое в любой стране. Но я себя чувствую дома, только у себя дома здесь, в Никарагуа. Потому что я уже выстроила свою собственную страну, свою собственную энергию. Люди, которые меня окружают, и которые меня любят, и которые со мной... Вот у нас есть обмен, вот этот, да, обмен энергией, потому что у меня нет друзей социальных, нет. У меня есть только коллеги по работе и люди, которых мы понимаем на полусловие. Это вот очень ценный. И я им помогаю очень, и они мне тоже. Потому что у нас вот это именно вот этот обмен идет. И люди молодые, они даже мне не ровесники. А как вообще с точки зрения экономики материального в стране? Насколько вообще страна развивается? Или так же, как в 90-х? Нет, страна очень развивается. А вот теперь поговорим о материальной части. У меня никогда не было задачей материальная часть. Было все время, что я буду делать, где буду себя чувствовать хорошо и как я буду развиваться.
Ну, кушать все равно телу надо. Ну, и послушай, и материя всегда приходила. Деньги всегда приходили сами. Потому что была всегда часть, не то что второстепенно, а часть, как говорится, основная, но не на первом плане. Как только я хотела вот денег, их никогда не было. Когда я забывала про них и начинала вот строить, что я буду, ага, мне здесь нравится, вот это будет, вот это, появлялись откуда ни возьмись. И так это и работает. Потому что деньги – это энергия. Если ты сам не генерируешь вот эту энергию, денег там тоже не будет, они приходят. И потом деньги нельзя... Для меня деньги не должны быть накопительство, потому что они должны быть все время в круговороте, потому что это энергия. Денежный эгрегор – это энергия очень сильная. И если ты вот этого круговорота нет, то если вот ты не занимаешься чем-то, вот творчеством, не появляется, не приходит, ничего не происходит. Вот даже я когда начала планировать, вот, повышать свою квалификацию, говорю, буду, вот, все, теперь надо, у меня вот достаточно магистрации, у меня 4. Теперь вот надо, вот защищу докторскую диссертацию просто по моему росту профессиональному. Так вы же защитили в Испании. Нет, я рассказываю историю. Вот. Я хочу это подвести к денежному эгрегору. И я думаю, как же я себе защищу? Потому что там проживание, вот сама это строить. Все. Начала искать и нашла вот спонсоров. Ну, не нравится спонсоров Бека. Это вот через организации. Да. И мне заплатили полностью и проживание, и стоимость диссертации, и все вот эти вот, и билеты, продвижение. Я ни одного, как говорится, кордова или доллара я не потратила, евро в этом случае. Почему? Потому что, как говоришь, цель, направление, энергия, желание, энтузиазм, все вот это, и вот это все такое. Это не объяснить. Вот ты планируешь. Но как пробудилась вот эта духовная цель? Откуда она? Это не духовная, это цель материальна полностью. Но она была пропитана желанием что-то улучшить, что-то сделать, как-то повысить уровень, не знаю. Не была цель меркантильная такая, знаешь, вот если все, там, я должен быть доктор. Нет, что ты. Я хочу, вот буду изучать, хочу вот, чтобы узнать так далее и тому подобное. Ну, не знаю, если объясняю правильно. И вот деньги появляются. Вот я верю полностью вот в эту формулу. Если ты концентрируешься не на деньгах, а на твоих целях и вот твоих желаниях или там вот мечтах, вдруг появляются и возможности, и финансы. Никарагуа вообще на сегодняшний день рекомендуете для проживания, для переезда? Как вообще эта страна? Интересный вопрос. Я не могу рекомендовать ничего. Но смотри, в принципе, для чего миграция? Если ты молодой, с какими-то там проектами или вот мечтами, то да, я рекомендую Никарагуа. Здесь можешь что-то и научиться чему-то, и что-то произвести. Есть. Я думаю, что да, для молодых здесь можно. И кроме того, не просто по возрасту, тоже надо иметь вот характер особенный, чтобы здесь устроиться или что. Ну а вообще, как человек, если переезжает, ему нужно понимать, найдет ли он работу, да, как тут с медициной вообще, да. где я буду лечиться, как вот сейчас с этим. Да. А здесь вот вопрос стоит, если ты уже взрослый человек и хочешь мигрировать, только вопрос стоит, от чего ты убегаешь, да? Потому что миграция – это уже совсем другое. Если ты ищешь какое-то место, и чтобы было и хорошо, и удобно. Поближе к океану. Да, поближе к океану. Потеплее. Там все, да, ну, естественно, Никарагуа – это хорошая версия, скажем, в этом плане, но тоже ты должен знать, что это климат тропический. Здесь есть и ураганы, и землетрясения.
На социальном плане здесь удобно, в принципе, потому что здесь бесплатное обучение, здесь бесплатно и существует медицина. Качество, но есть разное, конечно. И есть и хорошие врачи, есть врачи не очень, как и во всех странах. Ну, рекомендовать я вообще не рекомендую ничего никому никогда. Потому что здесь должен быть позыв души. Хочешь эмигрировать, но ты знаешь, в любую страну, куда поедешь, ты будешь иностранец. И с этим все, весь пакет, скажем там, да, трудностей. Но если тебе нравится именно вот такие страны, как Америка, Центральная Америка, Латинская Америка, то добро пожаловать, приезжай. Вопросы остаются без ответов, а может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.